Здравствуйте, дорогие зрители канала «Ходынский вестник». Хочу представить вам сегодняшнего гостя. Это Василий Савченко. Добрый день, Василий. Добрый день, Виктор. Спасибо за приглашение. Василий человек, который прожил и проживает очень интересную творческую жизнь, очень насыщенную. Но самое главное, что она связана с нашим таким великим пластом наследия советской песни. Вот то, чего сегодня не хватает нашему народу, говорят, это какая-то национальная идея. Вот мне кажется, национальная идея во многом отражена в наших советских песнях. Как бы это ни было странно, вот сегодня не хватает той теплоты душевной, той искренности. Вот после армии Василий вдруг по случайности, но говорят, кто верит в случай, тот не верит в Бога. Я думаю, что не по случайности попал в группу «Электроклуб». В то время уже такую, начинающую набирать обороты, да? Да, уже популярность. Да, вот как это случилось, скажи, пожалуйста. Да, ну ты уже все сказал. Нет, ну ты попал как? Случайно не бывает. Ну, ты знаешь, сначала, во-первых, этому предшествовало еще одно событие. Дело в том, что я учился в техническом вузе, и проучившись там где-то неполных 2 курса, я вдруг ясно осознал, что это не мое. И я хочу быть музыкантом. Я вот хочу посвятить себя музыке. Это было какое-то вот такое безотчетное желание, стремление. Вот. И я из этого вуза ушел. Соответственно, я попал в армию, как ты уже сказал. Да. И уже после этого, после армии, там очень быстрый такой был круговорот событий, когда сначала в ресторан, из ресторана уже потом в электроклуб. Я к чему еще это рассказываю? К тому, что если бы я институт не бросил, то жизнь пошла бы по другому пути, ты понимаешь, да? Mm-hmm. Вот, то есть свои, 5,5 лет я, наверное, там как-то оттарабанил бы, стал бы, наверное, инженером-конструктором, да, скорее всего. Вот. И какой из меня получился бы конструктор, я не знаю. Может быть, лучше, чем музыкант, может быть, нет. Вот. И вот таким образом мой путь был определен уже тогда. То есть, когда я... И получив вот такую хорошую школу, да, в электроклуб группе, да, где... Да, школа мощнейшая. Ирина Салтыкова. Ирина Аллегрова. Аллегрова. И да, Виктор Салтыков. Да. Все-таки популярные личности в то время на самом пике, да, можно сказать, своей славы. Вот. И все-таки ты что-то черпал, какие-то вдохновения, какое-то от общения, да, и от многочисленных гастролей. Потом ты сам решил заняться сольной какой-то деятельностью. Потом еще вот эта группа Купе. Расскажи, как она появилась. Была такая группа Купе. Группа Купе, собственно говоря, она логически получилась после распада электроклуба, потому что ее основал гитарист электроклуба Володя Кулаковский. Он писал песни, хорошие песни, кстати. Вот, хороший был проект. И спустя какое-то время я тоже там оказался. Насколько я помню, очень популярные были песни. У нас достаточно много крутили. Я до сих пор вспоминаю, как я ставил огромную такую катушку, бобину, на этот магнитофон. Даже слушал, на бобине слушал? Да, на бобине слушал. Потрясающе. Это у моих старших братьев, там, двоюродных. Что за магнитофон-то у тебя был? Это не у меня был, у моих братьев. Уже не помню, честно говоря. У меня был Сатурн магнитофон. Очень хороший, да. Это хороший магнитофон считался. Да. Вот. А потом, позже ты попал в группу Аракс. Это вообще другая история уже. Абсолютно другая история. Вот об этом тоже расскажи, пожалуйста. И ты там пел. Ты знаешь, в Аракс я попал уже... во-первых, я уже был совсем другим. То есть, если в электроклуб я пришел, мне было там буквально 20 с небольшим лет, считай, мальчишка. Не понимал еще, что ты хочешь. Да, еще практически ничего не понимал, не осознавал. Тем более попал в такой звездный коллектив. Это очень сложно, на самом деле. Это достаточно такое серьезное испытание для человеческой психики. Старшие товарищи относились все-таки с уважением или подшучивали? Старшие товарищи, ты знаешь, бывало всякое. Но самое главное, что у старших товарищей
было чему учиться, это самое главное. Да, да. Вот. И это, конечно, вот это и определило вот мощь вот этой школы, как я и сказал. Вот. В Аракс я уже пришел, я уже был такой взрослый, можно сказать, зрелый человек. И тоже попадаю я в коллектив, где, в общем-то, все музыканты такие мэтры, прошедшие вообще все, что можно было пройти, наверное, на тот момент. И Аракс тоже стал не менее мощной школой Да. для меня. Вот, и Тоже было, наверное, очень много концертов, объездили, наверное, очень много, нет, с Раксом. Ты знаешь, да, мы ездили в разные места. Не сказать, что прям было много концертов, но поездили по стране мы так немало. Очень это было здорово. А в записях пластинок же ты принимал участие, как вот это было интересно? Нет, в записи пластинок я участие не принимал, потому что я уже пришел в группу. Поздний такой, да, состав? Да, после того, как все основные Мгм. произведения были уже написаны, записаны и так далее. Вот. Я был на том этапе, когда мы пытались просто как-то группу сохранить Мгм. и как бы возродить, если можно так сказать. И потом ты задумался над тем, что хочется заниматься саму и своим творчеством, да, то есть ушел такое на некоторое время в свободное, как говорят, плавание, да? Ну, ты понимаешь, какая штука. Вот возникают в голове песни. Вот они возникают одна, другая, третья и так далее. Ну вот что с ними делать? Ну их же надо записывать, правильно? Потом выясняется, что эти песни, оказывается, многим людям приходятся по душе. Ну и само собой так оказалось, что нельзя не заниматься творчеством, тем более вот если Бог дал какие-то способности, вот, соответственно, нельзя ими разбрасываться, и я решил этим заняться. И оказалось, что это очень интересно, и даже кому-то нужно. Это главное для артиста, для автора. Востребованность, да. Ну да. Ну, а теперь давай все-таки вернемся к основной. Я хочу сказать, дорогие друзья, мы находимся в храме Сергия Радонежского на Ходынском поле. Храм был реконструирован, потому что он был в советское время уничтожен. Здесь была совсем другая тема, не будем об этом говорить. Храм великолепный. Вот, и сегодня такая первый раз зимняя погода, мы в таком уютном месте. И располагает, мне кажется, к такому откровенному, сокровенному разговору. Да? Скажи, пожалуйста, когда ты впервые задумался о смысле жизни или, может быть, о существовании Бога? Ну, ты знаешь, сказать однозначно я, наверное, не смогу. Потому что все как-то происходило постепенно. Это уже впоследствии, когда ты уже взрослый, ты начинаешь оглядываться назад и понимаешь, что какие-то моменты твоей жизни, они тебе о чем-то говорили, что-то подсказывали. Тогда ты этого не понимал. А сейчас ты понимаешь, что вот тут был звоночек, вот здесь какая-то подсказочка, здесь какой-то знак. Вот. Но самый такой мощный толчок, это был, мне было 26 лет. И ты знаешь, я вдруг внезапно как-то очень сильно захотел покреститься. Я вообще не понимал, почему. А я всегда был, знаешь, таким, я был человеком с рациональным мышлением. То есть у меня должно быть все обосновано, как-то аргументировано, логически выстроено. И вот тут вдруг появляется вот это желание, и оно никак логически не обосновано, оно совершенно нерационально. Я не понимаю, откуда оно взялось, но оно настолько сильное, что я вдруг понял, что я не смогу этого не сделать, то есть я не смогу дальше спокойно жить. Понимаешь, да? Вот. И А что этому предшествовало, собственно? понятия не имею. Ты знаешь, понятия не имею, но вот жизнь как-то шла, вот текла сама по себе, и вдруг вот внезапно. Причем, знаешь, так интересно это все происходило. Кстати, тоже была зима, это был декабрь месяц, и нужно было до храма идти через поле километра 2. И такая, знаешь, метель. А раннее утро, надо успеть к началу службы.
Вот. И метель прямо в лицо, ветер такой колючий. И я уже тогда понимал, что что-то пытается воспрепятствовать вот моему походу в храм. Не знаю, откуда я это понимал, но я это понимал. И самое интересное, что вот потом, когда уже все завершилось, мы вышли на улицу, яркое солнышко, ни ветерка, погодка просто супер. Ну, я тоже понял, что это знак. Вот. И ты знаешь, я к чему это все рассказал? Очень много сейчас приходится как-то читать, слышать разговоров на тему о вере, о Боге, о походе в храм. И ты знаешь, вот люди некоторые задают вопрос, а как часто вы ходите в храм? Ну, ты знаешь, я вот хочу сказать на это, что все-таки этот вопрос, он для каждого очень личный, очень такой, вот не побоюсь этого слова, интимный. И мне бы хотелось пожелать людям, чтобы они вот шли в храм, шли к Богу вот именно под воздействием вот таких вот импульсов, понимаешь, которые вот толкают их туда. Не потому, что так положено, не потому, что так вот кто-то сказал, или, не знаю, там кто-то чем-то напугал, что, вот если ты не пойдешь, то там тебе вот то-то, то-то грозит. Нет, надо, чтобы изнутри какой-то Душа стремится. Совершенно верно, понимаешь, чтобы вот этот импульс человека туда ввел, тащил его туда, понимаешь. Я вот когда в воскресенье бывает, или дети заболеют, или я сам что-то не могу, там надо по дому сделать. И когда я не иду в храм, конечно, день для меня такой немножко воскресный теряет свой смысл, потому что здесь вот даже в этом храме Сергия Радонежского, особенно когда вот воскресные такие службы, одухотворенные люди, вдохновенный такой священник, читает какую-то проповедь вот дня такую, и все это в сердце откладывается, и ты понимаешь, что ты из одного мира как бы попадаешь в другой. Ты когда вот у тебя, допустим, есть же какой-то храм, на какой ты ходишь, да, к прихожанам, к которым ты являешься, ты когда присутствуешь на службе, вот это ощущение, как бы сказать, ну это может быть неправильно с этими чувствами жить, но у меня такое бывает ощущение, что я именно живу в тот момент, когда я нахожусь в храме, это вне времени, как бы ты попадаешь в какой-то, может потому что я не вижу окружающего, не знаю почему. Мне такое ощущение, что попадаю в настоящий мир из Ты возвращаешься суеты. в него Да, просто. я возвращаюсь, да. Есть у тебя такое что-то? Да, да. То есть вот та жизнь какая-то, вот эта обыденная, она, не знаю, как это сказать, не то чтобы не настоящая, но она какая-то вот, как ты правильно сказал, какая-то временная такая, приходящая. То есть это не да. то, на чем надо как-то вот циклиться, заострять внимание, ради чего жить. Кстати, вот ты спросил, как я приходил, как я задумывался. Ты знаешь, вот по мере того, как человек продвигается по своему пути к Богу, у него, вот ты правильно говоришь, во-первых, и окружение у него меняется. Вот, у него мысли меняются. И ты знаешь, человек начинает задавать вопросы, которых раньше он себе не задавал. Вот, например, у меня где-то, не знаю, наверное, лет 10 назад вдруг возник вопрос. Я вроде бы всю жизнь занимаюсь профессиональной музыкой. То есть я профессиональный музыкант. И только совсем недавно у меня возник вопрос, а ради чего музыкант занимается своим делом? Для чего? Цель какова? В чем его предназначение? В чем его обязанность? То есть раньше у меня даже не было таких мыслей. Выходил на сцену и пел. Вот и все. А тут вдруг появился вот этот вопрос. И, соответственно, надо было искать на него ответ. Ответ нашелся очень быстро и очень четко. Я вдруг понял, что, собственно говоря, вот это и есть вот наш фронт вот в той самой духовной битве. То есть, когда я вижу, что сейчас творится на нашей, условно говоря, эстраде, и я понимаю, что с этими явлениями непотребными надо обязательно бороться, и кто-то должен это делать. А кто, если не деятели культуры?
И ты теперь уже выходя на сцену делаешь это осознанно, потому что Конечно. ты должен понимать, что ты несешь, потому что каждое Да. слово, оно имеет вес, и каждая песня, она несет, за Совершенно верно. которую ты поешь, ты за это несешь ответственность. Это все отзовется в душах Да, тех да. людей, которые меня сейчас слушают. И я А за это- если за ты это еще на буду нести концерте ответственность. скажешь там пару слов, что-то, ну, хотя бы вскользь о вере и о Боге тебя кто-то услышит, то хотя бы один-два человека задумаются на тему. Я считаю, что это уже большая миссионерская Ну, деятельность. Виктор, ты же понимаешь, что мы для этого здесь сейчас тоже находимся, для того, Да, чтобы да. услышали люди, для того, чтобы ощутили свою сопричастность, чтобы поняли, что они не одни в этом мире, что нас много. И это прекрасно, кстати, что нас много. Я, когда тебя пригласил на программу, вот на радио, да, и мы с тобой поговорили, ну что ты такой человек вот приятный, хороший. Потом, когда я уже знал, что ты верующий, православный человек, тогда я понял, что ты человек наш, и пригласил тебя в храм. Идет какая-то такая вот хорошая тенденция, предсказано было святыми отцами, что Россия будет процветать, может быть, не в прямом смысле экономическом, хотя, слава богу, не так уж много в России сегодня голодных, холодных, прям, да, все-таки мы как-то, слава богу, живем все. Но духовно мы начинаем возрождаться. Многие артисты, многие актеры, режиссеры и так далее возвращаются к этой теме. И вот хороший пример, мне кажется, это когда, казалось бы, человек из иного, ну, как бы сказать, мира, да, Мел Гибсон написал «Страсти Христовы», я думаю, ты смотрел этот фильм, да? Вот, непонятно, каким образом вера проникает в душу человека, казалось бы, такого, с которым, ну, трудно, как говорится, у каждого свой путь к Богу. Поэтому Да. каждый человек – это всегда спасенная душа, это открытие и радость для Бога. Вот скажи, пожалуйста, твое окружение, твои друзья, много ли верующих? Не надо называть имена, там, допустим, там много ли верующих, поющих людей, те, которые сегодня на сцене, кого ты знаешь? Ты знаешь, их все больше. То ли я их замечаю все больше, то ли их становится все больше, то ли у меня окружение все-таки меняется. Но действительно я замечаю, что если когда-то вот Все было наоборот, давно говорить с людьми даже, вообще просто даже говорить о вере, ну, было практически невозможно. То есть люди были глухи к этому, то сейчас я вижу, что ситуация вот в корне меняется. Меня, честно говоря, это очень радует. Потому что вот сфера культуры, это как раз это одна из тех очень важных сфер в жизни человека, которые влияют на его духовный мир. Понимаешь? То есть вот, ну вот представь себе, вот как людей, ну, сделать духовно чище, богаче. Вот как это сделать? Самое вот первое, что приходит на ум, это культура. Кстати, знаешь, И надо интересно. начинать с себя, в первую очередь. Ну, это само собой, конечно, конечно. Собственно, нам же не надо там на кого-то влиять или кого-то переформатировать. Нет, надо просто помочь тем, кто этого хочет. Вот и все. Я хочу пример привести, знаешь, такой интересный. Кстати, отметить хочу то, что вот мы сейчас находимся в храме, и здесь есть своя, значит, медиастудия, где можно снять такой видеосюжет, можно записать нашу беседу. Это вообще очень здорово, это в ногу со временем. И мне кажется, что способы донесения информации до людей, они просто зависят от того времени, в котором мы живем. Не так давно у меня с ребенком был разговор. Я его спросил, я говорю, а как ты думаешь, почему в храмах, на стенах, на потолках роспись? Ну, он, конечно же, не знает. Я ему говорю, ну, представь себе, вот какие-нибудь средние века, а то еще раньше, может быть. Люди в основной своей массе читать не умели. Книги были практически недоступны, потому что книгопечатание, во-первых, оно когда возникло, книги не печатались в таких больших тиражах, а до этого вообще это были единичные экземпляры, и
позволить себе читать книги могли только представители знати, понимаешь, да? И вот как простым людям рассказать о каких-то библейских сюжетах? Ведь они же Библию прочесть не могут, правильно? Вот как им об этом рассказать? И, соответственно, в те времена единственная технология, которая могла это позволить, это вот роспись стен. Вот, например, те же библейские сюжеты, те же иконы. Это же все вот так и создавалось. И второй вариант это вот как раз церковная музыка. Музыка, песнопение. То есть вот так. Сегодня у нас есть возможность уже транслировать какие-то наши беседы, транслировать проповеди. Это тоже вариант донесения информации до людей, до тех, кто хочет эту информацию получить, кто хочет что-то понять, кто хочет найти какие-то ответы на свои вопросы, разобраться в каких-то ситуациях. Ну, я вот так считаю. Да, и я хочу сказать, дорогие друзья, вот у Василия Савченко есть и группа ВКонтакте, в других сетях, ищите его. Вот, потому что мы должны объединяться в некие сообщества, где можно послушать хорошую музыку. А о музыке, если говорить, у него еще был также проект, по-моему, ретро-70-х. Да, Голоса 70-х. Голоса 70-х. Потом проект, связанный с Утесовым, где ты перепел какие-то песни Утесова, да, с оркестром. Это все тоже такие очень важные культурные этапы твоего развития, формирования твоего медийного такого пространства. Поэтому слушайте, находите в интернете в исполнении Василия Савченко всякие разные песни. И, собственно, сочинения, на самом деле, уже сколько твоих, вот именно твоих песен приблизительно существует, альбомов, или как сейчас мыслят, я не знаю даже. Ну, это считать надо. Ну, много очень уже, да? Ну да, песен-то много. Вот поэтому все эти песни в основном несут традиционное наше, потому что он воспитывался на всем этом. Ну да, вот на чем воспитан, то и несут, да. Все правильно. Потому что если вот сейчас мы говорим, что мы в какой-то степени потеряли свое несколько поколений из-за вот этой вот засилия зарубежной поп-рок музыки, вот этой субкультуры, то сегодня музыканты начинают понимать, что надо где-то возвращаться к корням, надо возвращаться вот к этой прекрасной ретро-музыке. И даже современные исполнители, они уже берут, просто делают аранжировки вот в стиле 80-х, там, некоторые даже в 60-х годах. То есть абсолютно не боятся к этому вернуться. Ведь живая музыка, она обладает, о чем сейчас будем об этом говорить, обладает особым каким-то, особой притягательностью, особым таким звучанием. Я хочу вернуться к теме Бога и церкви. Скажи, пожалуйста, вот если человек пытается сегодня бороться со своими страстями, пороками, грехами. Сегодня в мире очень много соблазна. Куда ни посмотришь, реклама, куда ни посмотришь, везде что-то непотребное, и в тех же социальных сетях, и не будем перечислять сейчас все источники этого всего. Как тебе вот удается, во-первых, я хотел спросить еще о семье, да? Ты как-то прививаешь у себя в семье, вот ты говоришь, ребенок, мне хотелось бы знать, что у тебя с личной жизнью, да, прививаешь любовь к религии, к Богу, к детям, и как ты это делаешь. И сам, ведь мы не можем же в одну минуту, вот исповедавшись причаститься, сразу победить все свои пороки и грехи, потому что у нас слишком много недостатков, да, сегодня одно, завтра другое, если все сразу возьмем, то есть как бы это трудно, да, а, наверное, начинать нужно потихоньку, поэтапно, с одного чего-то самого главного вырвать с корнем, выкинуть какой-то грех, потом где-то Бог поможет еще один грех взять, выкорчевать из своей души. Как у тебя это происходит? Как происходит? Но ты знаешь, я лучше скажу, как я это понимаю. Дело в том, что сейчас оно происходит одним образом. Раньше это происходило другим образом. Вот. Раньше мы чего-то не понимали или что-то понимали не так. Вот смотри, как я это понимаю на сегодняшний день. Дело в том, что, вот, на мой взгляд, вся земная жизнь человека – это его путь к Богу. И этот путь, он является трудным. Трудный от слова «труд». Понимаешь? Именно от слова «труд». То есть человек должен трудиться. Трудиться в первую очередь духовно. Я улыбался сейчас, пока ты говорил.
Почему? Потому что буквально вот на днях я написал в Дзене статью примерно на эту же тему. На тему того, как вот эти соблазны, о которых ты говоришь, вот этот комфорт бытовой, как он влияет на нас. То есть чем человеку комфортнее жить, чем легче ему жить, тем он слабее. Он не преодолевает трудностей, и поэтому он слабый. Почему? Потому что именно трудности человека могут сделать сильнее, сделать мудрее, они могут его закалить. Причем эти трудности, они могут быть совершенно разного плана. Бытовые какие-то, физические, моральные, всякие-всякие. Вот. И если жизнь, вообще всю свою жизнь рассматривать именно под таким углом зрения, то многое становится понятно и как детей воспитывать, и как самому жить, и как бороться со своими недостатками, и как избегать тех соблазнов, которые извне нам посылаются. И тогда, я же говорю, все тогда понятно. Понимаешь, если ты понимаешь, что есть только два пути. Есть путь к Богу – это развитие, и обратный путь – это деградация. Да, да. Все. Развитие без труда происходить не может. Ну, как ты ни крути. Вот, невозможно взять вот так вот раз и в одночасье вдруг стать хорошим, светлым, духовно развитым человеком. Невозможно. Для того, чтобы таким стать, нужно столько всего перетерпеть, нужно столько всего пройти, пережить. И эти трудности, ты прав, они нас закаляют и подают какой-то опыт. Уже когда ты на какие-то грабли наступил, и второй раз уже ты, может быть, их обойдешь, не наступишь. Потому что хочется верить, по крайней мере, в то, что наши усилия не проходят бесследно. Кстати, знаешь, не так давно у меня была беседа с одним товарищем, кстати, тоже на тему музыки. Вот он меня спрашивает, говорит, слушай, почему вот песни, которые посвящены вере, почему они все грустные, почему все минорные? И я задумался, действительно, они такие все какие-то вот, не сказать, что они прям веселые и радостные. Но я задумался и понял, что, во-первых, тема веры, она не имеет ничего общего с развлечениями, это раз, на мой взгляд. Это первое. Второе, ведь один из важнейших аспектов веры – это покаяние. Осознание собственной греховности. Совершенно верно. И вот это покаяние, оно всегда сопровождается слезами. Слезами сожаления, слезами очищения. И вот ты сказал сейчас про грабли. И когда человек искренне кается в своем грехе, в одном, в другом, в сотом, в тысячном, и когда он это делает искренне, со слезами на глазах, то это значит, что он либо не сделает этого впредь, либо он приложит все усилия, чтобы этого не сделать, чтобы этого избежать. Вот в чем смысл. Понимаешь, да? Это вот про грабли. Да. Вот хотел спросить, у тебя есть какое-то постоянное место, куда ты ходишь молиться, или ездишь ли ты по святым местам, бывают у тебя какие-то паломнические поездки? Ты знаешь, у меня это происходит тоже таким весьма странным образом. Поскольку моя деятельность профессиональная, она связана с путешествиями, с разъездами, то доводится бывать в разных очень интересных местах. Вот одним из таких мест был город Саров. Наверное, знаешь. Кто же не знает. Да. И ты знаешь, потрясающее место, просто потрясающее. Мы были там как раз в местах, где жил Серафим Саровский. Там есть такие места, ближняя Пустынка, дальняя Пустынка. Были вот в той избушке, в которой он жил. Вот, видели тот камень, на котором он молился. Ты знаешь, вот эти места, они, я не знаю,
все могут чувствовать это или нет, но вот я как-то чувствую, что они обладают такой энергетикой, что Ну, ты, наверное, меняешься после этого очередной раз. во-первых, ты меняешься раз, во-вторых, тебя начинает туда тянуть, понимаешь? Вот. И постоянство того места, где человек бывает, оно, я не знаю, оно, скорее всего, связано с тем, что человек живет на одном месте, работает где-то рядышком, поэтому ходит в один храм. А когда человек бывает то там, то здесь, то еще где-то, вот, то вот это вот изменение вот этих локаций, как сейчас говорят, да, ты знаешь, оно тоже очень интересно. Очень интересно. Безусловно. Это вот ты двойное получаешь удовольствие. Во-первых, ты пропагандируешь добро и вечные ценности своими концертами, своими выступлениями. Второе, ты сам получаешь такое как Заряд. заряд Божьей благодати. Потому что на самом деле, когда действительно бываешь на святых местах, открывается некий, я бы сказал, может быть, это неправильно с точки зрения православия, но вот я тоже чувствую вот эту необыкновенную энергию, я чувствую, как открывается какое-то пространство еще, которое, опять же, оно вот где-то находится вне времени, потому что вот эти святые места, они вроде бы на земле, а с другой стороны, когда ты соприкасаешься, ты понимаешь, что ты в какой-то степени находишься вне времени на небе. Я когда прикладываюсь к ракам с мощами разных святых, да, на мгновение ты понимаешь, что ты прикасаешься к чему-то вечному, к чему-то тому, что вне времени уже давно на самом деле в какой-то степени. Вечность — это на самом деле для Бога, да, бесконечное пространство, а вот это время, в котором мы живем, ограниченное, оно тоже только ограничено для нас, и оно, ты сам знаешь, да, как оно быстро проходит. Вроде бы ты недавно был молодым человеком, еще не понимал, чего ты хочешь, тут ты уже человек состоявшийся, человек, который знает, для чего он живет, человек, который своим примером пытается и обществу рассказать о чем-то прекрасном, вечном и добром. И время, согласись, оно летит беспощадно, бесконечно. Кажется, что быстро, а на самом деле оно тает у нас. И ко времени нельзя относиться безответственно. Да, поэтому вот, несмотря на то, что все мы занятые люди сегодня, все куда-то спешим, вот спасибо за то, что ты пришел, нашел время остановиться, поговорить откровенно о сокровенном. Вот, я хочу тебе пожелать вот творческого долголетия, потому что ту культуру, тот пласт песен, который ты несешь, да, не только собственное творчество, но много известных популярных песен, ты поешь по-своему, пропуская через свое сердце. И мы с тобой, когда разговаривали на радио, молодеет аудитория, да, как ни странно, ретро-музыки. Да. Да. Значит, все-таки вот каждый на своем месте, если мы будем заниматься своим делом, то, во-первых, Господь это видит, да, и нас поддерживает, и нас крепит. Конечно. Вот. И, во-вторых, мы не зря проживаем годы своей жизни, потому что правильно ты сказал, что самое ценное, начинаешь понимать, что это время. И главное, мы понимаем, для чего мы это делаем, для чего мы живем. Кстати, у меня даже есть песня на эту тему, она называется «Божий путь». Может быть, если кому-то будет интересно, смогут найти, у меня есть она, по-моему, ВКонтакте. Добавляйтесь в ВКонтакте, Да. Василий Савченко, Вот есть и примерно группа так. ВКонтакте, и страница. Вот. И я думаю, что много хороших песен мы там все услышим. Также я хочу пожелать твоей семье, чтобы всегда Пресвятая Владычица Богородица своим покровом хранила твой дом. Тебе, как уже сказал, творческого долголетия. И спаси, Господи, за то, что пришел, и спасение во Христе в целом. Благодарю тебя. Это был Виктор Тартанов и Василий Савченко. Достаточно широко известный в ретро-музыке человек, который сделал, наверное, трудно переоценить на самом деле твою деятельность сегодня. Просто тот формат, который сегодня несут нам ведущие радиостанции, не позволяет иногда
услышать то, что мы должны слышать. Но благо есть интернет, просторы интернета, на которых мы с вами сегодня встретились. Я хочу пожелать всем, кто нас сегодня слышит, прислушиваться к тем людям, которые, как вот Василий Савченко, прошли по жизни, идут по жизни с пониманием и осмыслением того, куда они идут, зачем, и они выполняют свою такую миссию добра на своем месте. Желаю всем здоровья, и надо понимать, что мир всегда находится в одном состоянии. Господь, как его сотворил, мы его только делаем хуже с точки зрения экологии и так далее. И всем надо, наверное, нам больше смотреть внутрь себя, нежели критиковать других. Ты правильно я говорю? Совершенно верно. Всего вам доброго, до новых встреч. Всего хорошего. Я пришел к тебе, Отец Небесный мой. Я пришел к тебе с поникшей головой. Знаю, у тебя такой я не один, заблудившийся и непутевый сын. Прошу тебя, прости, прости все глупости, минуты слабости, минуты трусости, года бездарности, неблагодарности. Ты мне сына дал, и вскоре понял я, как сильна и велика любовь твоя. И, быть может, так случится по весне, он придет уставший и прошепчет мне: прости меня, прости, прости все глупости, минуту слабости, в минуту трудности, года бездарности, неблагодарности. Я прощу его, прощу в который раз. Я прощу его, как ты прощаешь нас. И когда-нибудь, устав всю жизнь страдать, мы, быть может, все научимся прощать. Прости всех нас, прости, прости все слабости, века жестокости, века безбожности, века бездарности, неблагодарности.